Hello dear viewers, welcome to the very first episode of Just Start project. My name is Tamiris and I will be your host for today. In this episode of Yes, No, I Don't Know, we are going to discuss vegetarianism. In modern times, there are more and more people who decide to not eat meat. This is happening in Kazakhstan too, in a country where meat is served for breakfast, lunch and dinner. Our grandmas take it personal. Our grandparents say that not eating meat is the main reason to get sick. But what does our younger generation think? Let's find out. Всем привет, меня зовут Аруна, мне 18 лет, я люблю писать стихи, и я за вегетарианство. Вегетарианство – это отказаться полностью от мяса и соблюдать более правильное и рациональное питание. Я начинающий вегетарианец, я отказалась от большей части мяса. Всем привет, меня зовут Ая, мне 20 лет, и я люблю готовить, и я придерживаюсь нейтралитета в вегетарианстве. Это отказ от самого вкусного. Нету. Всем привет, меня зовут Бисултан, мне 17 лет, я из города Актау, люблю заниматься музыкой и я против вегетарианства. Это отказ от мяса и от своих традиций. Да, их достаточно много. Does vegetarianism help save the environment? There is a perception that the less animal products produced, the less harm to the environment. Вегетарианство большинство помогает сохранить животных, во-первых. Во-первых, они, получается, остаются, они вместо того, чтобы уменьшаться в количестве, их становится все больше, значит, популяция у них уменьшается. Во-вторых, они, получается, если по статистике за день можно подсчитать большое количество животных, которые убиваются только для того, чтобы употребить их. Поэтому, думаю, для природы это будет большой плюс, если вегетарианцев будет больше, и животных, получается, в процессе тоже становится больше. Мне кажется, Бог создал все для того, чтобы ими пользоваться именно для людей, также и животных. Мне кажется, животные, специальные, которые, вот, допустим, баран, лошадь, мне кажется, они для того, чтобы не только там их применять в повседневной жизни, но и питаться, кушать. Поэтому, мне кажется, все продумано, и это и есть сама, как вам сказать, структура самой природы. В целом, какой был вопрос? Отчасти, потому что в любом случае сейчас все автоматизировано, животные убиваются, и на их место появляются новые. Сейчас, вроде как я помню, животных даже больше, чем людей в целом. Так что убийство и фермерство и другие полуфабрикатные производства, оно сейчас нормальное, лично для меня. На самом деле, судя по нашим ответам, мне кажется, столько людей в мире, столько и мнений, столько и взглядов, да, там, принципов своих. И если кто-то будет, допустим, придерживаться чего-то и утверждает, что это правильно, некоторые люди будут говорить наоборот. Поэтому в моем случае, мне кажется, если человек не мешает мне жить, не стучит в дверь и, говоря, да, как там полезно или наоборот вегетарианство, то, мне кажется, мне без разницы, потому что в моем случае я бы сама не желала бы, чтобы кто-то ущемлял мои права, принципы, да, какие-то, и пихал свое мнение, если я об этом не спрошу. Поэтому я такое же отношение стараюсь сделать и по отношению к другим. Во многих случаях
вот как-то вот раньше, наверное, где-то лет 10 тому назад, почему, когда спрашивали вегетарианство, ну, типа, они говорили, нам жалко животных. А сейчас, почему молодежь за вегетарианство? Из-за того, что чисто со стороны здоровья, со стороны, получается, не только здоровья и окружающей среды также есть, все это идет плюс в их сторону. Например, чем меньше ты употребляешь мясо, тем лучше становится твое здоровье, например. Получается кровоснабжение, холестерин уменьшается. Это плюс для человека. Плюс со стороны это защита животных также. Если говорить, судя об этом, ну, по-моему, почему я пришла к этому? Кто-то отказывается от мяса от того, что ему просто его организм не принимает мясо. И это, по сути, мой случай. Так как мой организм не принимает мясо, я отказалась от него. Также кто-то, ну, никто не заставляет человека выбирать это. У каждого свое мнение, в 21 веке думает каждый свое. Но вегетарианство — это не такая вещь, которую можно говорить, нет, неправильно, все, типа, все должны есть мясо. Вегетарианство имеет свои плюсы. Поэтому думаю, что это не такую уж плохую вещь, чтобы отказываться и говорить, что это неправильно. Мой друг занимался вегетарианством. Не помню, до какого времени он предложил мне где-то месяц продержаться. Неделя прошла, и мама принесла бешбармак, и, ну, я не сдержался. Потом я понял, что я без мяса не могу жить. И вообще в целом мясо для меня играет большую роль, потому что я занимаюсь спортом, а без белка, без курицы, без яиц я не могу набрать форму. В целом я не против, если кто-то веган, но все равно я не могу его поддерживать, так как, ну, бешбармак слишком вкусный. How do you feel about the view that man is by nature a predator? С самого начала же люди же добывали мясо, типа. Не, они изначально занимались собирательством, но потом к охоте перешли. Это все тянется с древних времен. Из-за этого, наверное, так и считается. С древних времен, как вы сказали, да, это есть, это история, это продолжается на данный момент. Да, человек изначально он как хищник, но сейчас мы не в прошлом времени, сейчас новое поколение, новый век, что-то новое, каждый день что-то новое появляется. Отчасти, мне кажется, 50 на 50, потому что этот факт, ну, нельзя отрицать, это и есть то, что человек, да, отчасти является хищником, потому что ему как-то нужно выживать, бороться за жизнь, за свою пищу каждодневную и так далее. Ну и во всем, мне кажется. Поэтому отчасти это правда. С другой стороны, на данный момент времени, мне кажется, немножко это имеет такую мягкую форму. Не так, чтобы прям хищник-хищник, но в какой-то степени из-за того, что раньше мы это придерживались, мне кажется, это все-таки существует. Но не так, так скажем, грубо и напрямую. How do you feel about the opinion that meat rots in the gut and causes health problems? Да, это правда. Впервые слышу. Не то, что то мясо, которое мы употребляем, но это мясо, которое мы употребляем, в них в основном, во многих случаях, в них остаются разные микробы и так далее, они идут в наш организм и портят нас. Ну, это минус нашему здоровью, минус работе сердца, кровоснабжения. И последний раз было такое вот исследование, что например, сделали такое исследование, когда человек только употребляет мясо, и есть человек-вегетарианец, и разница между этими двумя между этими двумя людьми есть большая разница в том, что тот, кто вегетарианец, у них лучше память. Она у них больше развита, и она у них лучше, чем тот человек, который употребляет только мясо. В целом, я считаю, что в рационе должно быть и мясо, и овощи. Я не поддерживаю, опять же, полный отказ от мяса. В целом, я не замечал в себе, чтобы у меня была плохая память. Полный отказ. Ну, смотрите,
те витамины, которые дают вам мясо, мы можем заменить также овощами, фруктами, орехами, всем чем то, что можно использовать. Это будет крайне сложно, потому что белок, он дорогой, если смотреть по витаминам, по капсулам, а дешевый белок, он из мяса только. Поэтому тут также проблема с финансами идет, я считаю. Не обязательно, если вам нужен белок, то использовать капсулы, таблетки. Можно есть то же самое, но не использовать мясо. Просто в растениях нету белка, его мало. И можно есть, найти заменители. Я вообще-то не совсем против. У меня просто не сильно много аргументов, потому что я и то ем, я не знаю, что выбрать. Я не против овощей, я не против мяса. Я не знаю, что мыслить. Я люблю даже овощи, я обожаю брокколи. Я реально обожаю овощи, я люблю брокколи, шпинат, там. Я не владею такой информацией, потому что мне это не интересно. Мне интересно, что все вкусно. Поэтому я не хочу забивать голову такими вещами, потому что после уже даже принимать такую пищу, мне кажется, чуть трудно будет. Can vegetarians be detrimental to society? Экономически. Отчасти. Мне кажется, наоборот. В теории да, но от этого страдает сельхозпроизводство. Меньше животных умирает, и фермеры становятся нищими. Но я понимаю, к чему вы ведете, то есть умножается как сказать, увеличивается бизнес насчет фермерства, растительности, да? Вы к этому хотели подвести, да? Да. Тут 50-50. Может быть, у нас именно в Казахстане это так и есть, так Да. как Казахстан держится именно Да. на фермерстве, но большинство людей, которые вегетарианцы, они к этому пришли от того, что они имеют информацию зарубежную. Они где-то там прожили, там какое-то время там побывали и пришли к этому. И минус вегетарианцев, мне кажется, что они не приносят никакого минуса вообще человечеству, потому что они не убивают животных, и они не делают такого что-то вот прям очень сильного, чтобы они приносили минус природе, вообще рядом сидящему человеку. Ну, если, конечно, это не такой человек, который будет говорить: давай ты тоже будешь вегетарианцем. Но таких нет. Не знаю даже. В целом, я как-то хотел стать веганом, опять же, но у меня в крови это, я не могу жить без мяса. И я сам начал замечать тот факт, что в моем родном округе, если честно, все держится именно на мясе. Поэтому я так аргументирую. И мне кажется, кому-кому, но точно казахам это вред не принесет, потому что казахи и мясо — это что-то единое, и мне кажется, вред будет только тогда, когда вегетарианцы будут топить и предлагать свою точку зрения тем, которые это не понимают. И тогда, конечно, немножко будет, мне кажется, какое-то недопонимание. А так, если каждый будет придерживаться того, чего считает правильным, мне кажется, будет мир и все. Я согласна, но вот не понимаю такого стереотипа, который у нас среди казахов есть. Казах — это синоним слова «мясо». Я не принимаю этого, потому что это, так же, как и я вначале аргументировала, сейчас 21 век, у каждого свое мнение. Такое мнение у меня появилось из-за того, что у меня есть некие такие вот разногласия с моим папой, который тоже говорит: казах — это мясо, это синоним, и заставляет меня употреблять мясо. Но, не знаю, веганство — это тоже не такой уж большой минус, чтобы говорить, вставлять это в штыки. Казахи были кочевниками, это во-первых, и мы держались на Малда, и в целом отрицать это достаточно сложно, поэтому, наверное. What is your attitude towards vegetarians? Цель вегетарианцев одна и та же — не употреблять мясо, но каждый к этому приходит только из-за своего взгляда, из-за своей цели. Кто-то из-за здоровья, кто-то из-за выбора, кто-то из-за того, что это ему интересно, он хочет что-то попробовать, что-то новое, и
к этому из-за этого пришел. Но цель вегетарианства одна и та же. Не употреблять мясо, облегчить себе от чуточки жизнь, от того, чтобы облегчить себе жизнь со стороны здоровья. Я их не делю. Я даже не интересуюсь, если человек, допустим, сказал то, что он не употребляет мясо, ну все, хорошо. Мне от этого ни хорошо, ни плохо. Главное, ему хорошо и все. В принципе, к вегетарианцам в целом нейтрально, но казахам, вегетарианцам, блин. Ну, памятник вам, держитесь, молодцы, удивляет. Осталась при своем же мнении, потому что, как я и ранее отметила, я бы хотела, чтобы окружающие тоже уважали мои принципы, мои какие-то взгляды, и я стараюсь также относиться и к другим, допустим, вегетарианцам или нет. Поэтому остаюсь при своем мнении. На данный момент, мне кажется, поскольку мне известно, большая часть молодежи к этому и приходит постепенно, потому что есть и некие плюсы, конечно, вегетарианства, и те, которые имеют хорошую силу воли, мне кажется, к этому и приходят, и я в этом не вижу ничего такого прям плохого или чего-то прям прекрасного, мне кажется. Чисто нейтрально, честно. Я осталась же при своем мнении, потому что это мое решение, мое мнение, мой взгляд на мою жизнь, поэтому я остаюсь на своем же мнении. Я думаю, они готовы вполне, даже можно сказать, что 100%, потому что даже среди своих друзей, когда они спрашивают, почему я не употребляю мясо, я могу просто кратко закончить вопрос, что я не могу. Они к этому относятся нейтрально, им от этого нет ни минуса, ни плюса, поэтому они готовы к этому. В принципе, при своем, но у меня поменялись взгляды на многие вещи. На то, что вегетарианство хорошо влияет на окружающую среду. И в целом я это знал и до дискуссии, но, не знаю, вегетарианство для меня это очень странная вещь. Во-первых, я из Актау, Адайт, и у меня все строится на мясе. То есть, если ты начинаешь это делать, во-первых, тебя не поймут, во-вторых, тебя засмеют, в-третьих, тебя забулят. Начнем с этого. То есть в психологическом плане это крайне сложно в моем городе. Я не могу говорить за другие города, но в моем городе вегетарианцев 1 на миллион, я не буду врать. У нас, если ты не будешь есть мясо, тебя просто затоптают. Морально или психологически, и физически тоже, я не буду врать. В целом, я поддерживаю тех людей, которые топят за свое мнение и всегда остаются на своем мнении. И из-за толпы, из-за людей не меняются. Вот. Я не сказать то, что не поддерживаю веганов, просто я их не понимаю. Но от этого мир не становится хуже. Смотря где, в Астане, в Алмате вполне. В Актау нет, пока что. Но это не говорит, что мы отсталые, опять же. Просто старое поколение прибивается. То есть мой отец, когда видит, что я ем брокколи или другие растительности, он сразу мне пихает мясо. Опять же, это не совсем плохо, я понимаю, к чему он клонит, чтобы я не забывал свои традиции. Много играю в видеоигры, я даже на аул не езжу, чтобы за малым следить, опять же. И, возможно, он просто волнуется, чтобы наши традиции не ушли. И мне это понятно.